Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я приехала в магазин, который называется European Market. Здесь продаются товары из Европы, из многих стран. Так что давайте посмотрим, что они нам сегодня предлагают. Так как в этом магазине продаются товары из разных стран, вот видите, здесь на всех языках написано приветствие. Так что, чтобы всем было приятно. Здесь уже в преддверии Пасхи продается очень много товаров вот для того, чтобы красить яйца. Краска разная. А также формы для выпечки самих пасок. Вот так у нас вот такие наборы. Здесь набор, по-моему, 5 разного размера, стоит 8,99. Вот такие поменьше 6,99. Разных цветов. Вот так. Так что уже можно готовиться печь паски. Здесь очень большой выбор фруктов и овощей. Вот такие замечательные огурчики с пупырышками, которые можно засаливать. Уже есть очень много полуфабрикатов, различные закуски. Квашеная капуста, борщ, голубцы, бутерброды всякие, жареные. Это, по-моему, жареное сало, да, соленые огурцы, разные напитки. Ну, а также очень много зелени. Капуста разная, салаты, морковь, зелень, зеленый лук, коренья разные. Очень много всего. Также здесь есть очень большой выбор чая. Очень хороший большой выбор чая, как расфасованного, так и в рассыпную. Вот эти большие пакеты, это хороший очень чай. Разные, очень большие, на любой вкус. Очень много вкусных чаев. Также есть и травяные, и мед. Вот здесь очень много меда. Разные сушеные, сухофрукты там. Да. Ну, здесь уже кофе. Также без кофеина, какой-то цикориевый напиток. Ну и разные, да, тоже сорта кофе из Европы. Конечно же, очень-очень большой выбор солений. Очень большой. Показываю вам не очень быстро, чтобы вы увидели цены, если хотите. Но очень-очень большой. Вот это всякие закуски, это хрены, горчицы, разные другие. Еще там майонезы. Ну и соленья. Очень-очень много. Разное, разных производителей, разных стран. Так что все есть. Конечно, это немножко дороже стоит, чем обычные продукты, но все-таки это везут из-за океана. Ничего в этом удивительного нет. Но если хочется чего-то этакого, то, пожалуйста, можно купить. Вот и консервы, какие-то паштеты, рыбные консервы, вот печень трески, тушенка, разные овощные закуски, майонезы. Очень-очень много. И приправы. Очень много разных приправ. Тоже разных, из разных стран. С разными наборами трав. Очень много всего. Здесь очень много напитков разных.
соки какие-то, тоже все производство европейских стран разные. Есть как даже вот концентрат кваса, можно самим приготовить, если хотите. А есть уже просто готовый квас, тоже разных производителей. И разная водичка, включая боржоми, ессентуки и так далее. Большой выбор круп разных. Тоже разных производителей, разных стран. В общем, тот, кто хочет найти что-то такое, что ему близко, пожалуйста. Вот разные смеси здесь и для завтрака, и для супа, и чтобы каши сварить. Все, что хотите, все есть. Много гречки. Очень много разных производителей тоже, в разных расфасовках. Вон даже громадные такие пакеты. Не знаю, наверное, там по 3-4 килограмма, даже не знаю. И есть такие, которые можно варить в пакетиках. И очень большой выбор разного варенья, джемов, компотов. Даже есть вот квашеные арбузы, вишня, все, что хотите. Конечно, сгущенное молоко тоже в разных форматах, в больших, маленьких баночках. Это все для выпечки, разные эссенции, какие-то приправы тоже для выпечки, дрожжи, разрыхлители для теста, ну и соль, там мука. Ну и вот такие вафли готовые, которые можно просто намазать кремом. Если вы привыкли с детства к таким тортикам, тоже не проблема это здесь купить и сделать. И вот здесь тоже всякие намазки, шоколадные, какие-то соусы. Это уже уксусы и масло. Масло, разное масло. Видите, сколько завезли сгущенного молока. Пользуются, видимо, спросом. Ну, а здесь в холодильнике продается хлеб замороженный. Там дальше есть и свежий, но это вот здесь замороженный. Здесь различное масло. Это селедка, уже порезанная. Там соленья, которые нужно хранить в холодильнике. Вот разное. Фета, брынза, разные сыры. Имеется в виду творог, да, в нашем понимании. И также там какие-то немножко есть мясные продукты. Здесь фермерские яйца, разные йогурты. А вот это и майонез тоже, который, да, нужно хранить в холодильнике. Да, есть, который не нужно, а этот нужно. И вот здесь такие также и фермерские есть, которые здесь производятся. Творог. Это молоко, органик, ряженки, кефир, тоже в разных размерах. Там есть и по 2 литра, и по литру. Иногда бывают даже и маленькие, вот такие вот небольшие. Так что все есть. А здесь вот холодильник с селедкой разных тоже производителей. Это все заморожено. Ну, да, она, в принципе, неплохая, да, тот, кто хочет, да, попробовать, тоже есть разные размеры, есть и побольше вот баночки, есть и поменьше, по 250 грамм, есть, по-моему, даже и вообще там по 100 с чем-то грамм, по 400, в общем, кому как удобно, тут может купить. Здесь всякие крабовые палочки, вот еще, кстати, селедка, тоже разные производители, а здесь уже мясные замороженные изделия. Сало, конечно, как без сала, обязательно должно быть сало, ну и тоже мясное что-то здесь, замороженные грибы, ну и здесь это тесто замороженное и какие-то полуфабрикаты, да, бурека
колбасы здесь, и блинчики разные. И здесь опять замороженный борщ есть, замороженные cabbage roll, это я забыла, и там фаршированные перцы, вот, и cabbage roll, это голубцы, и также разные вареники. А здесь уже мороженое, здесь уже рай для сладкоежек и ностальгирующим по пломбиру. Тоже есть такое. Все есть. Вот, торт киевский, торт грильяж, птичье молоко, зимняя вишня. В общем, все, что хотите. Разные торты. Здесь вот холодильник с замороженными ягодами. Есть очень много. Черника, вишня. Это красная смородина. Это облепиха, клюква. Это рябина, малина, еще вишня. Ну, в общем, очень большой выбор замороженных ягод. Да. Ну, здесь, конечно, пельмени, как без пельменей. Пельмени тоже есть с разными начинками, и классические, и с куриным мясом. Есть также и вареники, не только пельмени. В общем, все есть. Ну, вот здесь уже свежий хлеб. Тоже всякие выпеченные изделия, вот рулеты с маком разные, ну, хлебушек разный. Есть некоторые очень вкусные, хорошие. Ну и также есть такая выпечка. Можно даже вот попробовать здесь. Какие-то даже черные такие булочки. Это написано, что литовские. Ну, интересно, кстати, можно будет попробовать. Уже большой очень выбор макаронных изделий. Это не итальянские, это разные другие, из разных других стран. Вот яичная вермишель. Есть и итальянские тоже, конечно, но здесь на этом не делается акцент. В другой раз мы пойдем с вами в итальянский магазин, там будет, конечно, итальянская паста. А здесь просто из разных стран. По-моему, здесь вот из Румынии, Польши, из Германии. Вот эти вот, это из Германии. Ну, есть много, очень большой выбор. Это тоже такие тоненькая вермишелька для супа. Очень-очень большой выбор. Тут, конечно, рай для сладкоежек. Очень много конфет разных, вкусных, красивых. Так что, если хотите давно забытый вкус, все это возможно. И расфасованные есть такие на вес, и в коробочках. Очень-очень много всего. Ну а здесь зефир тоже довольно большой выбор. И на развес есть вот такие, ну, уже расфасованные в шоколаде. И так вот разные в шоколаде. Ой, халва разная. Халва семечковая, вот такая. Тоже с разными добавками есть. Есть и простая, есть и тахинная. В общем, все есть. Все, что хотите. Ну и, конечно, особого внимания обращает на себя там отдел мясных, разные колбасы. Многие из них, кстати, делаются здесь у нас в Канаде, ну, по каким-то привычным рецептам.
также очень много разных сыров. Тоже разных производителей. Здесь всякие пирожные. Вот орешки есть. Это персики. Наполеоны, медовики. В общем, очень большой выбор. Разные мучные изделия, сушки, пряники, печенье. Тоже от разных производителей на любой вкус, на любой. Какие-то печеньки такие, с начинками, в шоколаде, просто печенье. Такие шоколадные тортики разные. Очень большой выбор рыбы разной, сушеной, копченой, селедки, икры, красной. И разные колбасные изделия тоже на вес, на любой вкус.